Привет, друзья! Сегодня решил поделиться с вами опытом получения посылки из Китая в Аргентине. Я думаю, этот опыт будет релевантен также и для других сайтов, кроме AliExpress, таких как Amazon и так далее. Основной смысл заключается в том, что есть определенные шаги, которые вы должны пройти для получения. Я хочу как раз поделиться с вами этой информацией. Значит, с момента того, как я оформил заказ и оплатил его, прошло чуть больше месяца. Затем на почту я получил лист формата А4, который назывался «Телеграмма», где было сказано, что на мое имя поступила посылка, почему-то из Чешской Республики. Это уже вопрос логистики AliExpress, что в принципе ввело меня в заблуждение, потому что оттуда я ничего не заказывал и поэтому не мог дальше заполнить декларацию. И в этой же телеграмме был указан адрес сайта correoargentino.com.ar, ссылка будет в описании. Нужно было сначала создать учетную запись, затем по коду найти посылку, и там был пункт «Заполнить декларацию и оплатить». Оплата сервисного сбора, то есть за каждую посылку международную, которая приходит на ваше имя, почта Аргентины взимает плату 1500 песо, это чуть больше $3. То есть я заказал вот такой переходничок, сейчас я покажу вам. Его цена на AliExpress была чуть больше $3, и в общей сложности он обошелся мне здесь $6,5. Тут я замечу, что в таком случае имеет смысл заказывать несколько вещей мелких, чтобы вам это было выгоднее, в одной посылке. Либо искать аналоги здесь, на местных сайтах, таких как Mercado Libre, для того, чтобы понять вообще, имеет ли смысл вам заказывать с такой переплатой. При заполнении декларации у меня возникли вопросы, потому что там нужно было заполнить как минимум два непонятных для меня поля, а именно, что содержится в посылке. И поскольку я из Чешской Республики ничего не заказывал, не знал, что выбрать, там я выбрал другой пункт, я не знаю, что в посылке. Тогда эти поля стали недоступны и меня перенаправило на оплату. Но если заполнять, это нам пришлось все равно делать уже в отделении почты, и мне помогал менеджер. В первом пункте выбирается сначала категория товара, он выбрал электроника, и в следующем пункте нужно было выбрать уже более детально. Он выбрал аудиотовары или что-то такое, потому что они в принципе сами распаковали и увидели уже, что внутри находится. Ну и теперь давайте к самому интересному. Каковы все-таки правила растаможки различных товаров при ввозе их в Аргентину? Итак, каждый человек, то есть каждое физлицо, может без дополнительных таможенных платежей в год получить посылок на общую сумму не более $500 США. При превышении этой суммы от суммы превышения будет уплачен таможенная пошлина в размере от 100 до 150%. Это уже будет зависеть от суммы превышения. Кроме того, что касается каждой индивидуальной посылки, то на нее установлен лимит в $50. То есть, если сумма, указанная на посылке, а указывается она отправителем, будет превышать $50 США, то опять же от суммы превышения вам придется заплатить вот этот таможенный сбор, точнее таможенную пошлину в 100 или 150%. Дальше еще немаловажный момент. То, что посылки по времени не растянуты. То есть вы можете получить все 10 посылок по $50 за один раз, даже в один день. И тем самым исчерпав свой годовой лимит. Что еще из важного? Поскольку я уже был там, я не мог не задать такие вопросы, как, например, могу ли я передать какие-то свои использованные вещи из другой страны, указывая 0 стоимость, потому что это, собственно, вещи, которые я не покупаю сам у себя, а просто пересылаю сюда. Они сказали, что такой возможности нет, то есть в любом случае у них там есть человек, 2 человека в этом отделении конкретно, которые оценивают по своему усмотрению посылки, которые приходят. То есть помимо той цены, которая указана в декларации или на самой посылке, они могут, как им покажется более правильным, оценить ее. То есть, к примеру, если у вас указано $30, а он посчитает, что 60, он сказал, что вы не сможете с этим поспорить. То есть он скажет 60 и все, никаких других вопросов, апелляций, там ничего не доступно. Вы будете либо оплачивать дополнительный налог, то есть если $60, то с $10 суммы превышения вы заплатите еще $10.
Я спросил, а если это, ну, предположим, бэушное какое-нибудь там дырявое пальто, которое весит много, занимает большой объем и придет такая большая коробка. Он говорит, что как раз таки по объему коробки они примерно оценят, посмотрят там. Если это одежда, коробка большая, то это будет там 40, 50, 60 долларов. Так что никаких других вариантов нет. Привезти это сюда без оплаты, кроме как с собой в чемодане. И на вопрос, неужели эти люди знают все цены на все вещи мира, ну, он улыбнулся и сказал, что ну вот как есть. Даша ждала посылку из Беларуси. Она отслеживала ее по белорусскому коду, и белорусский сайт показывал ей, что посылка уже проходит таможню. Прошло, наверное, месяца 2-3, у нас никаких не было уведомлений с почты, и я посоветовал Даше попробовать вот таким же образом создать учетную запись на сайте Correo Argentino и проверить по коду. Она проверила, и действительно оказалось, что посылка уже находится в Буэнос-Айресе и как раз таки требует заполнения декларации и оплаты. Итак, мы подъезжаем к офису Correo Argentino, но там проблема с парковкой, и есть вот такие парковки крытого типа. Вот цена. Даже, кстати, здесь подешевле, как ни странно. 700 песо это $1,5. Итак, вот там основной офис компании Correo Argentino. Здесь офис выдачи международных отправлений. И покажи. Мы получили посылку. Откуда? Из Беларуси. А тебе ее отправляли ведь не непосредственно из Беларуси? Да, напрямую из Беларуси. Напрямую из Беларуси? Да. А, вот так. То есть не ДХЛ, не... Нет, обычная почта из Беларуси. ЕМС. Ага. Вот как. И сколько времени она шла? Но она пришла в Буэнос-Айрес через 2 месяца, но она на таможне пролежала 3 месяца. Просто, наверное, потому что мы не зашли на сайт и не Потому нашли. что они не разобрали мое имя, фамилию и не прислали мне уведомления, а я сама не знала, где проверить. А, все ясно. Да. Делаем выводы. Очень важно заметить, что сроки доставки при разных способах сильно отличаются. Так, например, если заказ с AliExpress шел мне около месяца, обычная посылка почтой из Беларуси идет в среднем около 2 месяцев. И отсюда мы отправляли туда, в Беларусь, почтовые карточки. Тоже занимало около 2 месяцев их доставка. При этом мы проверили способ доставки службой DHL. Передавали документы из Беларуси. И это заняло 5 дней. Ну вот, надеемся, кому-то смогли помочь этим выпускам. Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. В будущем раскроем еще и другие темы. Кстати говоря, ответьте в комментариях, насколько вообще такой формат вам подходит. Если мы будем именно в сжатом виде раскрывать какую-то отдельно взятую тему в таком небольшом ролике. Ну и в целом, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, тоже можете оставить их в комментарии. Все обязательно учтем, рассмотрим. Всего хорошего и до новых встреч. Пока.